Детство Беллы начиналось так же, как и у миллионов других детей. С разбитых коленок, бесконечного бега на перегонки с ветром и ощущения, что мир — это огромная игровая площадка, созданная специально для нее. Она была воплощением энергии, ребенком, который не умел ходить шагом, только бегать. Ее смех звенел в доме с утра до вечера, а родители едва успевали за ее любопытством. Но судьба подготовила для этой семьи испытание, которое невозможно предвидеть и к которому невозможно подготовиться заранее. Все менялось медленно, почти незаметно, как сгущаются сумерки. Сначала это была просто усталость, которую списывали на активный рост. Потом появилась странная скованность в движениях. То, что раньше давалось легко. Подъем по лестнице, прыжки через скакалку, долгие прогулки в парке начало превращаться в преодоление. Врачи, обследования, бесконечные анализы и тревожные взгляды родителей стали новой реальностью Беллы. И однажды прозвучал диагноз, разделивший жизнь на «до» и «после» — синдром Моркио. Это редкое генетическое заболевание, прогрессирующая форма мукополисахаридоза, звучала как приговор. Болезнь безжалостно атаковала костную систему, влияла на рост, развитие скелета и, что самое страшное для активного ребенка, на подвижность. Организм перестал вырабатывать фермент, необходимый для расщепления определенных цепочек сахаров, и это начало разрушать тело изнутри. К 11 годам мир Беллы, некогда безграничный, сузился до размеров ее комнаты и больничных палат. Ее ноги, раньше такие быстрые, ослабели. Равновесие, которое мы принимаем как должное, стало для нее недостижимой роскошью. Каждый шаг требовал концентрации и усилий, сравнимых с хождением по канату над пропастью. Белла боролась. Она была бойцом по натуре, но физиология — жестокий противник. Вскоре в ее жизни появились костыли, холодные неудобные металлические палки, которые натирали подмышки и постоянно падали, а затем, как символ окончательного поражения, в прихожей встала инвалидная коляска. Для 11-летней девочки это было не просто средство передвижения, это была клетка. Она видела, как сверстники играют в футбол, как они бегут в школу, и чувствовала, как невидимая стена отделяет ее от жизни. Прежние интересы угасали, друзья, не зная, как вести себя с больной подругой, постепенно отдалялись. В глазах Беллы, всегда сиявших радостью, поселилась взрослая, глубокая тоска. Но у Беллы была мама, человек, чья любовь не признает слова «невозможно». Она видела, как угасает огонь в глазах дочери и не собиралась сдаваться. Вместе они начали искать выход. Не лекарство. Его пока не существует, а способ жить, а не существовать. Поиски привели их в уникальный волонтерский центр. Место, где творятся маленькие чудеса. Это была организация, специализирующаяся на подготовке служебных собак для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Но речь шла не о простых собаках-помощниках, которые подают упавшие ключи. Белле нужна была опора в самом прямом смысле этого слова. Ей нужен был кто-то сильный, устойчивый и достаточно высокий, чтобы заменить костыли. Именно там, среди вольеров и тренировочных площадок, произошла встреча, которую иначе как судьбоносной не назовешь. Беллу подвезли на коляске к группе собак. Там были лабрадоры, ретриверы, прекрасные, умные животные, но внимание девочки приковал он. Джордж. Немецкий дог. Настоящий исполин собачьего мира. Он возвышался над остальными, как скала. Его черно-белый окрас напоминал мантию аристократа, а мощные лапы казались колоннами. Многие люди пугаются размеров догов,
Но Белла почувствовала не страх, а странное притяжение. Джордж, несмотря на свои внушительные габариты, он весил более 70 килограммов, и, встав на задние лапы, был выше любого взрослого мужчины, двигался с удивительной грацией. Он подошел к девочке, сидевшей в коляске, и опустил свою огромную голову ей на колени. Его глаза, глубокие, карие, полные вековой мудрости и спокойствия, встретились с глазами Беллы. В этот момент между ними пробежала искра. Это не было просто любопытство животного. Казалось, Джордж просканировал ее душу, понял ее боль, ее страх упасть и ее отчаянное желание встать. Он словно сказал: «Я здесь, я удержу тебя». Начался процесс обучения, который был нелегким ни для девочки, ни для пса. Это была кропотливая работа по созданию единого организма из двух существ. Джордж прошел курс специальной подготовки. Его учили не тянуть поводок, не реагировать на кошек или громкие звуки, но главное, его учили быть скалой. Он должен был замирать, когда Белла останавливалась, и напрягать мышцы, создавая жесткую опору, когда она переносила на него вес. Белле тоже пришлось учиться. Учиться доверять. После месяцев падений и боли довериться кому-то, кроме своих костылей, было страшно. Но Джордж был терпелив. Он никогда не торопил ее. Если Белла уставала, он просто стоял рядом, позволяя ей висеть на своей мощной шее, принимая на себя ее тяжесть. И чудо произошло. В один из дней Белла оставила костыли у стены. Она положила руку на холку Джорджа, глубоко вздохнула и сделала шаг. Джордж шагнул синхронно с ней. Еще шаг. И еще. Это выглядело как магия. Огромный пес подстраивал свой широкий шаг под маленькие, неуверенные шажки девочки. Он чувствовал малейшее изменение ее центра тяжести. Если она начинала заваливаться влево, он незаметно подставлял плечо, возвращая ей равновесие. Инвалидная коляска отправилась в гараж, костыли пылились в углу. Благодаря Джорджу Белла обрела то, что считала потерянным навсегда — свободу. Теперь она могла ходить в школу, не боясь, что ее толкнут в коридоре. Никто не рискнет толкнуть девочку, рядом с которой идет 70-килограммовый дог. Она могла гулять в парке по неровной траве, потому что 4 лапы Джорджа были вездеходами, страхующими ее на любой кочке. Белли стоило лишь чуть напрячь пальцы на его шерсти, и Джордж понимал — нужно остановиться. Если девочке становилось грустно или больно, а синдром Моркио часто сопровождается болями, Джордж чувствовал это раньше, чем она начинала плакать. Он подходил, тыкался влажным носом в щеку и начинал тихо ворчать, словно успокаивая ее на своем собачьем языке. Они разработали свой собственный словарь жестов и взглядов. Поворот головы Джорджа означал: «Там впереди ступенька, будь осторожна». Легкое сжатие руки Беллы значило: «Спасибо, дружище, я справлюсь». Он спал в ее комнате, охраняя ее сны, и был первым, кого она видела утром. Он вернул ей не только возможность ходить, он вернул ей уверенность в себе. С Джорджем она больше не была девочкой-инвалидом. Она была той крутой девочкой с огромной собакой. Взгляды прохожих сменились с жалостливых на восхищенные. История этой удивительной дружбы вышла за пределы их городка. Организация, которая подготовила Джорджа, и благотворительные фонды, поддерживающие служебных собак, были поражены результатами их тандема. Джордж стал символом того, как животные могут менять человеческие судьбы. Было принято единогласное решение: этот пес заслуживает награды, но не просто медали или грамоты. Ему решили устроить настоящий праздник. Так родился проект
Лучший день для лучшей собаки. Этот день был запланирован до мелочей, чтобы доставить радость именно Джорджу, но в итоге он стал самым счастливым днем и для Беллы. Белла смеялась в голос, наблюдая за этой сценой. Обычно сдержанный и аристократичный Джордж, увидев угощение, на секунду потерял самообладание. Его хвост стучал по полу, как метроном, отбивающий бешеный ритм. Он аккуратно, но с невероятной скоростью уничтожал гамбургер за гамбургером, периодически поднимая глаза на Беллу, словно спрашивая: «Это правда все мне? Я не сплю». Его восторг был заразителен. Впервые за долгое время Белла видела своего серьезного защитника таким беззаботным, но это было только начало. Джордж, несмотря на свою работу, в душе оставался игривым псом, и его любимой стихией был снег. Организаторы отвезли их на специально подготовленную базу отдыха, укрытую свежим пушистым снегом. Кульминацией дня стало катание на санях. Для Беллы с ее заболеванием активный зимний спорт был практически недоступен. Лыжи, коньки — все это было под запретом. Но сани — это другое дело. Беллу усадили в легкие пластиковые сани. Джорджа не пришлось заставлять. Он сам, радостно гавкнув, подставил спину под специальную упряжь. Для его мощных мышц вес хрупкой девочки был пушинкой. «Вперед, Джордж!» — крикнула Белла, и они помчались. Ветер свистел в ушах, снежная пыль летела в лицо, а впереди, мощно отталкиваясь лапами, бежал ее лучший друг. Это было ощущение чистого полета. Джордж тянул ее уверенно, периодически оглядываясь, проверяя, все ли в порядке. Белла хохотала так звонко и искренне, как не смеялась уже очень давно. В этот момент не существовало ни диагнозов, ни боли, ни врачей. Был только свист ветра, белый снег и черный силуэт ее ангела-хранителя впереди. Они провели на снегу несколько часов. Валялись в сугробах, Джордж аккуратно тыкал Беллу носом, проверяя, не замерзла ли она. Играли в догонялки, насколько это было возможно, и просто наслаждались обществом друг друга. Этот день стал квинтэссенцией их пути, от отчаяния больничной палаты до безудержного веселья на снежном склоне. Джордж стал для Беллы живым протезом, но не механическим, а обладающим душой. Он забрал у нее страх и подарил возможность смотреть на мир не снизу вверх, из кресла коляски, а прямо, стоя в полный рост. Он научил ее тому, что ограничения существуют только в нашей голове, а с верным другом можно преодолеть любые препятствия, будь то высокие лестницы или жизненные невзгоды. Смотря на фотографии с того памятного дня лучшей собаки, где счастливая девочка обнимает огромного пса на фоне заснеженного леса, невозможно не поверить в чудо. Чудо, которое мы можем создать сами, просто протянув руку или лапу тому, кто в этом нуждается. Эта история заставляет задуматься о многом, о том, как хрупок человек, и о том, как он силен, когда он не один, о невероятном потенциале служебных собак, которые способны стать глазами для слепых, ушами для глухих и ногами для тех, кто не может ходить. Верите ли вы в исцеляющую силу дружбы между человеком и животным? Сталкивались ли вы когда-нибудь с примерами того, как питомцы кардинально меняли жизнь своих хозяев? Возможно, в вашем городе тоже есть герои, подобные Джорджу, о которых мало кто знает. Мы будем рады услышать ваши истории и мнения в комментариях, ведь, возможно, именно ваш рассказ вдохновит кого-то не сдаваться в трудную минуту и найти своего собственного Джорджа.